Здравствуйте, уважаемый Инга и уважаемая Яна. Хочу вам рассказать о результатах проведенных ритуалов, заговоров и шепотков. Постараюсь коротко, чтобы не занимать вашего времени. Хочу начать с того, что я ехала на машине и меня сбил КамАЗ. Я не пострадала, только сильно напугалась. У водителя КамАЗа не было страховки. Страховая компания нам отказала в выплате денежной. Мы обратились к юристу. Юрист выполнил свою работу и передал к исполнению. Сказал, что ждите перечисления на счет. Прошло 3 года. Ничего нам не выплатили. Муж сделал ритуал Драмабера. И в течение 2 недель муж приходит с работы и говорит: представляешь, нам выплатили деньги за машину. Выплатили страховку и выплатили все юридические затраты. Вот как сработал ритуал. И еще на работе у мужа был такой месяц, что не было продаж. Он и говорит: премию нам этот месяц дадут, 1020, а может и вообще не дадут. Я говорю: проведи Драмабер. Вы представляете, премию ему дали 170 тысяч. Он приходит и говорит: неоткуда было взять. Представляешь, неоткуда. Никак. Я говорю: это тебе так кажется никак. А у сил нет ничего невозможного. И еще. Летом муж катал меня на теплоходе по Москва-реке. Возвращались домой центром Москвы. Муж запутался в движении, хотя хорошо водит, и выехал на встречную полосу. И как раз стоит машина ГАИ, и водитель, там все это, гаишник наблюдает за этим. По громкой связи говорит, чтобы мы припарковались к обочине. Это ему грозило лишение прав и 30 тысяч штрафа. Подходит гаишник к машине, что-то объясняет, приглашает мужа в машину, в свою туда гаишником. А я тут же вспомнила слова: кто бы ты ни был, помоги, и тебе сочтется. Сижу в машине и жду. Потом через какое-то времени приходит муж, садится в машину, гаишник подходит с моей стороны, я открываю окно, он мне и говорит: я вам выпишу 250 рублей штраф обоим за то, что вы якобы перешли дорогу в неправильном месте. Я говорю: ой, спасибо вам огромное, я вам очень благодарна. И все. И муж уже уходит. Ой, гаишник уходит, а муж мне и говорит: ты представляешь, он, говорит, мне сказал: за все 10 тысяч штрафа мне даете, и на этом расходимся. У меня не было наличных, говорит. Я ему предложил по карте перечислить. Он отказался. Это как бы доказуемо. Но мы не те люди, чтобы что-то доказывать. Виноваты, значит виноваты. И если бы он ему перечислил на счет, на карту, мы бы ничего бы, все бы так и закончилось. Вот. А нам всего лишь выписали 500 рублей штрафа. По 250 на двоих. Представляете, вот эти слова. Всего лишь этими словами я пользовалась 2 раза. Я вам отдельно напишу. Отдельно скажу. Эти слова меня спасли от смерти. Это отдельно просто, там не очень-то прилично все как бы рассказывать. Это все отдельно. Я сейчас пока закончу это голосовое. Сейчас другое. Добрый день, уважаемая Инга и Яна. Я уже однажды записывала голосовой ролик, но в 4 минуты так мало могла сказать, что просто очень большое желание еще раз записать. Я на вашем канале чуть больше года, пришла благодаря недоброжелателям, которые писали гадости, так много писали плохого, что я решила заглянуть и посмотреть, ни на секунду не пожалела, и благодарна силам, что меня привели на ваш канал. Изучила все, что только можно, стала делать ритуалы. Уже говорила, что не было такого, чтобы какой-то ритуал мне не помог.
Это были тяжелые времена, только началась СВО, и стала делать сначала чистки. Чистка соляной столб, чистка зеркальная. Потом была еще одна чистка, такая сложная уже, с поджиганием перьев, с большим количеством ингредиентов. Ну и вот после этих чисток стала делать ритуалы, как вы и говорили, что сначала почиститься. Денежные ритуалы. Время было такое, что, по идее, я не должна была зарабатывать ни копейки. Но получилось так, как вы говорили, а вы говорили, что они могут прийти ниоткуда. Я вот не понимала, что значит деньги придут ниоткуда. И вот вы не представляете, просто я работаю в услугах, у меня есть контрагенты, открываю сайт одного из свой личный кабинет на этом сайте, и вдруг обнаруживаю, что у меня там 2 года висят бонусы, где-то в районе $200, и они вот скоро сгорят, и мне надо их срочно вывести. Вот вам деньги ниоткуда. Я 2 года не заходила, и вдруг решила и не просто не заходила, а найти надо было на определенную зайти вкладку. Вот такие вещи стали происходить, когда цена была одна, я рассчитывала, что это будет вот столько-то, а оказывалось меньше. То есть даже вот в этой ситуации у меня стали двигаться вот дела. Особенно в июле, я помню, коллективные были ритуалы, и причем я на эти коллективные ритуалы увидела за 10 минут до того, как должно было начаться все, просто пулей все приготовила. И вам хочу сказать, что недели 2 после этого просто как из рога изобилия. Вот в моем деле, я же знаю, как обычно бывает, а тут умножьте на 2. То есть это была сила коллективных ритуалов. Дальше, был у меня такой случай. У меня висел долг, вернее, это был не долг, это был штраф, который мне повесили за аннулированные страховки, 16 тысяч. Вот я не должна была этих денег платить. Мне повесили по полной программе, полную стоимость, и месяца 4 я с ними бодалась, со своими контрагентами. Я им пишу, что я не должна, описываю ситуацию, они мне пишут, ничего не знаем. Что я сделала? Все ваши ритуалы ищу, даже если не надо даже ничего знать, просто в поисковой строке набираете какие-то слова, там, долг, и выскакивают все ритуалы, связанные с долгом. Я нашла такой не ритуал, а типа заговора. Написала электронное письмо этим людям, глядя на него, прочитала, и в письме написала, и в уме это как-то так держала, что хоть бы уже сумму уменьшили, потому что по полной программе, нечестно на самом деле. И что вы думаете? Мне получаю через буквально несколько часов ответ, что, коллеги, мы минимизировали до возможной суммы, но вместо 16 тысяч 2200. Тут огромная, победа. Так мне простили долг, простить долг называется. Начитала и отправила прямо это письмо. А дальше, Фортуне, много ритуалов в Фортуне я делала. И самое главное, есть там такое, кто верен душой о богине Фортуне, он начитывать просто. Я это вообще выучила наизусть, и каждый день, идя на работу, читаю. И вообще я хочу сказать, что в моем деле очень важен фарт, какое-то везение, знаете, когда зависит от каких-то таких течений обстоятельств. Все стало очень складываться, и стали такие вещи. Ацха, эти слова короткие. У меня есть клиентка, которая приходит и часами может сидеть и болтать, я как-то тоже направь мою стрелу, ацха, пусть она уйдет побыстрее, дел куча, а оставить не можешь. И вы знаете, все, кто потом заходил из менеджеров, там уборщицы, все, Анохина что, ушла так быстро? То есть, понимаете, я это сказала, это все сбылось. Время заканчивается. Спасибо вам огромное за то, что так делитесь, за то, что рассказываете, даете нам эти знания, за то, что все так просто замечательно. Большое, огромное человеческое вам спасибо. Дорогая Инга, добрый вечер. Я сделала ваши эти заговоры, дела торговые и также соляной столб. Дай Бог вам здоровья, Ингочка. Я всем говорю, чтобы вас слушали и делали так, как вы говорите. Огромное вам спасибо за все, что вы есть у нас. Огромное вам спасибо. Вы не можете представить, какая у меня была работа хорошая. Это просто невероятно. Вы волшебница. Я вам желаю много лет здоровья, радости и счастья. Спасибо вам огромное. Ингочка, я вам хочу сказать, поделиться с вами. Моя невестка, она привела меня за уши к вам.
Я не хотела, я думала, что это сказки. Я все думала, что это не так. Оказывается, я увидела, я говорю с вами, у меня мороз по коже идет. Мороз по коже идет. Она меня за уши притащила к вам. Вы не можете представить, какая вы женщина. Вы не можете этого представить, какая вы женщина. Это просто чудо, чудо для нас, для таких, как я, как моя невестка Элина Мороз. Она вам писала, она много радости хочет, чтобы вы получили, и счастья, всего самого вам наилучшего. Здравствуйте, уважаемая Инга. Я не займу много вашего времени, просто хотела выразить вам глубочайшую свою благодарность. Вы ставили защиту, защитный купол моему мужу. Он находился в зоне СВО, был там больше года. Пошел сам туда, вот. Ну, он у меня патриот, поэтому он бы не мог сидеть дома спокойно, да, пока такое происходит у нас здесь, на Донбассе. Вот. И я считаю, что эта защита очень сильно ему помогла, поскольку за это время были очень много различных ситуаций, когда они просто оставались в местности, где нет уцелевшего ничего, да, и тем не менее в них не попадала, когда крыла артиллерия. Были такие ситуации, когда вокруг слаживались просто дома, многоэтажки, разбивались в щепки, а их дом, где они были, да, их не зацепило. То есть в дом просто не попали каким-то чудом. И мина ложилась в 2 метрах от него, его не зацепило. Ну, в общем, перечислять очень-очень долго. Вот, и сейчас он дома с нами, с семьей. Я вам очень сильно благодарна. Вы даже не представляете, насколько я вам благодарна. Я считаю, что вы очень сильно нам помогли. Инга, еще у меня вопрос такой. Ну, муж у меня очень большой патриот, и, ну, война очень сильно влияет на человека, тем более это его уже 2-я война, он воевал с 2014 года еще. Вот, и он может вернуться назад, вот это его желание. То есть, опять же, до звонка, когда его позовут, я уверена, что он не откажет и пойдет назад. Вот, и у меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, если вы говорили в одной из своих лекций, да, как раз, по-моему, по куполу, о том, что защита действует до того момента, пока человек не вернется, да, пока она нужна. Но вот он вернулся, и если он по какой-либо причине, да, возможно, вернется назад на войну, будет ли действовать эта защита и после, либо, то есть все, он вернулся, да, и на этом защита закончена. Я вам очень благодарна за ответ. Если вдруг у вас будет минуточка времени, я понимаю, что вы очень занятой человек. Вот, ну, большое спасибо вам за все. Вдруг будет время, напишите, пожалуйста, будет ли действовать эта защита, если он вновь вернется на войну. Еще раз большое спасибо вам. Очень-очень благодарна за все, что вы делаете, за ваши лекции, за ваши ритуалы. Пользуюсь, вижу результат. Вот, и те знания, которые вы даете людям, да, это просто бесценно. Еще раз спасибо. Надеюсь, что вы мне сможете ответить, когда будет время. Мы как-то с мужем ехали с работы. Ну, в смысле, я не работаю, заехала за ним на работу, и мы поехали. Мы, как всегда, когда едем, мы всегда слушаем ритуалы на громкой связи. Какой-нибудь найду я ритуал, и мы едем и на громкой связи слушаем. Попадается нам, нам ритуал «Сон шаманки». Я его прослушиваю, 2-й раз завожу, и еще раз, значит, прослушиваю, и повторяю за Ингой слова эти все. Но не все. Получалось, пропускала. Ладно, дослушала. 3-й раз включаю. Снимаю с себя кольца, кладу на левую руку, в правой руке держу телефон на громкой связи и читаю на эти кольца. Это заговор. Повторяю за Ингой. Но тоже пропускала. Что вы думаете? Мы заходим. Мы ехали в торговый центр. Мы почему-то, я не понимаю, прямым ходом идем в ювелирный магазин. И первое, что нам попадается, бриллиантовое кольцо с якутским бриллиантом с 90% скидкой. Мы проходим дальше. Да, муж говорит, давай купим. Я что-то
как-то опешила и ничего не сказала, мы прошли дальше. Там кольца, значит, серебряные с натуральными камнями. Значит, одно покупаешь, одно дают в подарок. Я так удивилась тоже. Но мы купили 2 кольца, и 2 кольца нам в подарок дали. Ну, мы уходим. Идем опять рядом около этого кольца с бриллиантами. С бриллиантом. Но в итоге муж мне его покупает. Представляете? Я никогда не думала, мы люди среднего достатка, я никогда в жизни не думала, что у меня будет кольцо с бриллиантом. Даже и не помышляла. Ну и ладно, я еще как-то раз дома читала. У меня через неделю должно быть день рождения. Мы опять с мужем едем, заходим в этот центр, он говорит, идем в ювелирный. Он говорит продавцу, пожалуйста, принесите мне заказ. Продавец приносит 3 кольца. Одно чисто с бриллиантом, тоже с якутским. Одно с бриллиантом, с гранатом. Одно с сапфиром, с рубином. Выкладывает на подложку, на какие обычно они обычно кладут. Я померила все. Смотрю на меня вот так, говорю, а ты какой считаешь? Он говорит, все. Я говорю, как все? Все. Представляете? Продавщица на меня, на мужа. Вся в удивлении. Но эти кольца тоже были с 70% скидки. Конечно, если бы не скидки такие, нет возможности за полную стоимость купить такие кольца. Вот. Поэтому очень сильно сработал ритуал. И не первый раз. Как-то перед Новым годом я прочитала на старый кухонный гарнитур «Сон шаманки» и забыла. Месяц через 1,5 мы заказали кухонный, его поставили. Я опять не вспомнила, что я сон шаманки делала. Так все как-то быстро организовалось, я даже не поняла, в чем дело. Потом вспомнила, что я читала. И потом поняла, а получился такой милый, такой нежный, такой красивый. И вот я теперь, я поняла, что если духи дают силы, боги дают, то дают самое лучшее. Вот. Как-то раз читала заговор деда Сидора на украшение. Мы пришли в ювелирный магазин, а как раз там работал ювелир. У какой-то сережки у меня сломалась застежка. И пока мы ждали, он был занят. Мы прошлись тут по витринам. Лежит на витрине, значит, с жемчугом бусы. Одни 100% стоимость, другая 70% скидки. Продавца спрашиваю, а почему такая разница? А это новая цена, а это старая. Муж купил мне эти бусы. Я ему говорю, я читал неделю назад заговор деда Сидора. И так я частенько читаю и на шкафы, и на обувь, и на всякие драгоценности. Он мне покупает. Эти ритуалы, шепотки, эти все заговоры, они не проходят мимо. Ни разу не было. Все рабочие, вот все. Скатерть-самобранки. Я читаю скатерть-самобранки. Еды полный холодильник. Прекращаю читать, маленько сбавляется. Потом опять читаю, опять полный холодильник, класть некуда. Вот сейчас как купила горшочек, горшочек вари, но у меня еще не все для него есть. У меня нет камней натуральных. Читала усилить сексуальность и очаровать мужчину. Вот как-то раз поехала к мужу, сделала это самое. Начитала на воду. Очаровать мужчину. Прочитал заговор 12 раз. Бухгалтер мужа говорит, смотрит на меня, разговаривает со мной, говорит, вы так, говорит, молодо выглядите. Я говорю, спасибо. И тут вот эту субботу ехали, тоже сделала усилить сексуальность и очаровать мужчину. Еду, встречные мужчины, не было почти ни одной машины, чтобы на меня не обратили внимания, так это было приятно. Муж делал 3 года достаток на весь год. И вот
те 2 года мы так потом проанализировали, мы ни в чем не нуждались, мы все покупали, мы что хотели пили, что хотели ели, и все покупали, и кредиты платили. В общем, на все хватило. Даже больше, чем обычно. Этот год и муж 3-й раз сделал, и мы с сыном сделали. Как-то раз двухдорожный тоже. Всегда читаю когда еду, читаю двухдорожный и дух сопровождающий. Еду, как-то раз быстро мне нужно было встретить мужа с электричкой, а до электрички 3 минуты. И я забыла, я просто поторопилась и забыла. Просто нужно было встретить мужа, и после какого-то ритуала нужно было ехать что-то закапывать, я уже не помню, после какого ритуала. Я не прочитала дух сопровождающий и дух дорожный. И очень сильно об бетонный забор поцарапала бампер. Вот так вот. Вот видите, как не прочитать. Вот. Низкий поклон вам и уважение, любовь и благодарность от всей нашей семьи, уважаемая Инга. Не хватит и 3 жизней, чтобы вас отблагодарить. Будьте здоровы, счастливы, взаимно любимы. Люблю вас, Инга, и целую. Целую ваши красивые ручки. Простите, пожалуйста, если что-то не так и так долго заняла ваше драгоценное время. Спасибо. Я делала очень много. Просто я уже не все сейчас могу вспомнить. Я теперь поняла, что нужно делать ритуал, записывать результаты, чтобы ничего не забывать. Спасибо вам огромное. Низкий вам поклон и уважение. Это шепоток, который я делала для своей тети. И на рынке думали, что она ведьма. Так же самое и на меня думают, что я ведьма. Вы представляете? Это просто ужас один. Какие они дурные. Ой, Инга, чтобы вы были здоровы. Ой, чтобы вы были здоровы, Инга. Какая вы хорошая женщина. Вы открыли мои глаза. Вы открыли... Ой, вы мне полностью все открыли. Я работаю в компании Jet в Суперфарме здесь, в Израиле. Отличные продажи. Чтобы вы были здоровы. Я не могу наговориться о вас. Я все это попробую найти и сделать. Я подписана под вами. Я вам желаю огромного счастья, здоровья, успехов в вашем нелегком деле.